Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня поиграем за Эдну, посмотрим ее первобытный инстинкт, и перед этим расскажу вам про акцию, которая у нас сегодня, кстати, и закончится, да, это акция, где повышается шанс из сундуков на выпадение Эдны конкретно. Как это делают разработчики, я не знаю, но даже золотые, как видите, сундучки работают в эту акцию, опять же, шансы вы там все знаете, какие прекрасные персонажи, поэтому, как говорится, кому повезет, тому повезет. Ну, а мы приходим к Эдне. Сегодня будем смотреть первобытный инстинкт на нее. Давайте только заменим, наверное, скинчик на модную обнимашку. Все дела. Вот такую вот. Чтобы все шли ко мне обниматься, и мы всех убивали. Итак, что же дает первобытный инстинкт на Эдне? Давайте тоже глянем. Чтобы понимать, иметь представление хоть какое-то. Если вкратце, он дает откидывание. Да, немного. Отражая урон постоянным навыком, то есть пассивочка, Эдна отбрасывает противников и немного ускоряется. Вообще незаметно, вообще бесполезный. Был, по крайней мере, когда я это тестировал. Сейчас посмотрим, возможно, разработчики что-то подшаманили незаметно, как обычно это делают. При получении урона в близком бою Эдна колет противника, колет. В общем, для этого всего мне понадобится новая сборка. Блин, чё ж я постоянно выхожу-захожу. И для этой сборки понадобится бинт, которого у меня нет. Такие вот прекрасные дела, да. И потестим, получится, бинт на Эдне. Значит, сегодня будем играть в командные бои, ну, с чем-нибудь другим. Ботинок по-любому берем. Ну, в принципе, да, сборку туда ставим. Если бинт не потестит, то значит все. Да, отправляемся к мои. Да, именно так. Кстати, еще идет акция немножко по времени на ящики, рулетку с джунглей. Я в них подкрывал еще вчера, но, как вы понимаете, я очень везучий, поэтому мне ничего не выпало. Ну, стандартно, да, именно так. Ну что ж, посмотрим сейчас, как первобытный инстинкт работать. Мне кажется, откидывание вообще бесполезное. Конечно, возможно, если добавить еще канистру гелия к этому откидыванию, то будет норм, но непонятно. Ладно, давайте затестим на ботах. Кто-то видел, что бота куда-то... А, смотрите, откидывают. Они плохо откидывают, ля. Ля, раньше такого не было. Нравится. Ну, вы видели, да? Тайминг. Ты тайминг. Минус одна аптечка. И тут Брюс... Офигеть, просто офигеть. Ну, кстати, Брюса не откидывают, ну, потому что он не откидываемый, да. Есть у нас такой момент небольшой в игре. Так, Брюсика закидываем пока что красивенько, не подставляемся. Опять же, нужно играть от кустиков. У меня же есть ботинок, нужно его использовать адекватно. Лизе яйца не ставит, а зачем? Правильно? Правильно. Зачем Лизе ставить яйца, если можно не ставить яйца? Так, ну, этого мы, красавца, убиваем. Ставим ловушки, чтобы противников можно было поубивать. У нас там даже в команде у кого-то есть дефибриллятор. Прикольно. Так, Никс у нас успевает залутать. Надо залутать сейчас хорошо лук. Поставить ловушку. Брюса вроде не успели резнуть. Да, все хорошо с Брюсом. Хорошо, что его не успели резнуть. Кстати, там ловушка сработала. Да, там вроде Никс нападает на наших ребят. Надо бы им рассказать, что почем. О, красиво под ловушку прыгаете, молодцы. Это я одобряю. Ну что, каким-то чудом мы тут всех поубивали. Не знаю, что это за приколы такие, но... Они сработали. Это странно. Очень странно. Лизе, которая яйца редко ставит. О, видите, 3 штуки поставила и все. Больше яйца не нужны. Ну, изи победка, чё? Пока что. Дальше будет еще один сквад. Ну, откидывание пока так себе потестилось. Мне больше понравилось то, что ботов оно хорошо откидывал. То есть бот каждым ударом носит урон и каждый раз скидывает. Но смотрите, в чем прикол. У Эдны, как вы понимаете, откидывание массовое. Да? То есть, к примеру, лук бобра. Он же дает он же дает урон, да? Как вы понимаете, постоянный. То есть, если бобер попадает в Эдну, Эдна будет каждую секунду откидывать. То есть вообще подойти к ней будет невозможно. Причем будет откидывать всех. Это звучит очень круто, но кроме Брюса, опять же, да? Даже можно, по идее, такую опустить, специально заходить под лук бобра, чтобы постоянно всех откидывать. Но, по идее, должно работать классно. Надеюсь, сейчас будет какой-нибудь замесик, и мы это все сможем потестировать. А вот, кстати, замесик, который мы можем потестировать. Опять же, Брюс всегда из ниоткуда взялся. Брюсик, ты что, откуда берешься такой красавец, а? Красавец Брюс. Брюс. Так, ставим ловушки. Пока меня никто не дамажит. А вот, кстати, баг подбежал. Он меня будет дамажить, нет? Вот, смотрите. А что меня откинуло? Дамажил я, точнее, дамажил баг, откинула меня. Логично. Может, он тоже гений с этим? Не, откидывает неплохо. Дальше очень неплохо откидывает. Но, опять же, это работает только на ближней дистанции. То есть, если противники уже дальше ближней дистанции, то все. Никакого откидывания можете даже не ожидать. Такие вот дела. Странно, конечно, но что есть. Так, ну тут хамелеон 9 будет убегать в любом случае, да? Драться он не собирается. Он подождет, пока Лизи умрет, а теперь
побежит драться, наверное, да? Или нет, или да. Непонятный хамележ. Ну, кстати, заметьте, видите, нубасики начали брать нормальные предметы, потому что эти предметы бронзовые, и они легче всего собираются. Ну, и поэтому начальные уровни начали немножко адекватнее играть в командных боях. И это вообще прекрасно. Я бы сказал, это даже лучше, чем какой-нибудь баланс новый. Поверьте, вместо инструментов каких-нибудь, вместо кофе, вместо какой-то еще дичи, которую они могли бы сделать, ну, которую обычно берут, да, эти все гении, ботинка, все остальное, они теперь берут халат, берут дефибриллятор и идут играть в командный бой, это так прекрасно. Они наконец-то могут и быть полезными хоть немножко, и это классно. Ладно, мы отправимся в следующий бой. Надо какой-нибудь замес реализовать на 2 сквада, ну, имея в виду свой сквад и еще 2 сверху, чтобы посмотреть, как работает откидывание в полной мере и помогает ли оно. Потому что пока что, ну, такая себе полезность. Как я говорил раньше, в принципе, что оно не особо полезное, но оно есть. Но оно хотя бы работает хорошо. Это радует. Ну как хорошо. Относительно хорошо. Ну вот сейчас давайте потестим на ботах. Что у меня видно становилось странно. Как-то странно было. Так, ну бахаем. Не, ну меня тоже откидывают или нет? Непонятно, в общем. Ну, конечно, конечно. 6-5 уровню очень был нужен. Ладно, забейте. Просто забейте. Что есть, то есть. Там еще ботик бегает, нужно бы его тоже добить. Мы его и добиваем как раз. И теперь бежим за еще одной аптечкой. О, еще один ботик. Отличненько, лутаем. Поставим на всякий случай эту штучку и похилимся аптечкой и залутаем. Ого. Вот видите, вот это тоже проблема, то что игроки используют этот предмет. Я не могу сказать, что он прям плохой. Трубочка, да? Но... Сейчас как бы мета на трубку прошла. Да, раньше она прям очень круто помогала. Особенно в соло-боях она помогала. То есть командные нет, а соло да. Опять же, командные бои зачем трубка нужна, я не понимаю. Это очень странно. Там что, орел летал или мне показалось? Надеюсь, мне показалось, что это был орел. Так, я переставляю немного эту штучку. Пока что просто побахаем вот так вот. Никс гений. Очередной гений на Никсе, ничего нового, да? Так, бахаем, конечно же. Эти на халяву в меня попадают, очевидно. Но как же могло быть по-другому, да? Я тут всех убиваю за счет гранат. Так, красивенько все тут делаем. Добиваем Лизика здесь. У них нету шансов, я слишком мощный. Потому что я часть бобра. Часть команды, часть бобра. Ну, вообще, вы поняли, короче. Ладно, лутаем тут аптечки, которые у меня уже закончились, а то хилиться надо чем-нибудь. Такс. Там еще 2 аптечки, хорошо. Надо бы их тоже залутать. А, все, хватило уже, да? Прикольно. Тогда просто накинем немножко себе защиты, арморчика. И... Во, я вижу противника. Я вижу противника, пора выезжать. Так, надо поставить капканы на всякий случай, потому что мало ли что. Вы что, смотрите, какие там дерзкие лизи. Дерзкие лизи. Так, что-то как-то ловушка мне... А, нет, поставилась, нормально все. Надо бы использовать ботинок, вот опять же, про него забываю. Очень полезный предмет. Жалко, на эти всякие нет... Как его? Прекрасные штуки, которые называются... А, как же она называется, эта прекрасная штука? Да, хватит бегать, ты меня задолбал уже. Гений. Гений на лизе. Что ты бегаешь? Дерись! Бегает, блин. Бегун на лиске. Ну, очередной. Ладненько. Надо бы что-то придумать. Прекрасное. Ну, а чё? Потому что противника уже нету, как бы странно. Какие-то недобитые полусквады остались. Скучно, скучно. Одни противники то были в центре, и все. И закончились они. Быстренько достаточно. Обидно. Обидно. Слишком легко. Неинтересно. Получается победка, но пока что так. Кстати, мне кажется, или убрали вроде порезку. А ну-ка, давайте глянем, сколько мне бобер продамажит. А он просто стоял. Ну так. Кнопки нажимать, это не его уровень. Понимаю. Да, и такое бывает. Вот, смайлик дали за 900 рейтинга, это хорошо. Скоро вырвемся на 1000 плюс и начнем задоминировать за Эдну. Опять же, первобытный инстинкт вы видели, как работает, очень прекрасно. Хотелось бы, конечно, что-нибудь пожестче, но хотя бы не как у слона, да? У слона прям самый лучший первобытный инстинкт в игре. Ой, зачем я его вообще брал? Зачем я это делал? Не знаю. Не спрашивайте меня, зачем я это делал. Может, вам показать чисто, ну... Я и так знал, что он бесполезный. Зачем было показывать эту бесполезность?
Просто минус мозг. Минус мозг у моей команды. И зебра убегает, да? Нет? Безмозглая команда, к сожалению. Низких уровней еще. Ботик сейчас меня тут продамажит. Жестко. Мы залутаемся с зеброй. Погнали, зебра. Будем сейчас тащить. А, да, точно. Пойдем. Там просто наши союзнички слева стоят. Лутают легендарного бота. Копье залутали. О, для змеи. Будет далеко бегать. Круто. Круто. Далеко бегающая змея, это, конечно, прям топ вообще. А, не друзья друзей, я понял. Друзья друзей. И там еще Джейд бежит. А что их так много, а? Чего их так много, блин? Душные друзья друзей. Зебра, уходи. Блин, не слушается. Вот просто гений на зебре, просто. Он же видел противника. Что было стоять, смотреть на него? Ай, ну конечно. Ну, что мы, кстати, ребят? Команда гениев, которым нужен легендарный бот очередной. Мой зебр гений. Я гений. Та-дам. Ну, чем сказать? Сам виноват. Можно было изи затащить. Но вот такие вот бои иногда случаются. Кстати, самое странное, то, что у меня скорость была как у Брюса, но он все равно меня догнал. Логично, очень. Ладно, бывает. Ошибки они такие. Не ожидал я, конечно, увидеть у него первобытный инстинкт. Ну, опять же, эти абузеры очередные бесят очень сильно. Но... Игру пока не меняют разраб, поэтому терпим. Ладно, у нас тут будет, походу, замес 3 на 3. Точнее, 3 сквада. А у нас, как всегда, нету ни ботов, ни адекватной команды. Поэтому я лучше отсюда бегу. Гениальный будет поступок сейчас просто сбежать отсюда. Потому что, ну... Я 100% уверен, что я их не вытащу. В кустах точно. Вообще ни разу не вытащу. Я в этом уверен на 110%. Я не смогу их вытащить в кустах никаким чудесным образом. Вообще никаким. Поэтому попробуем затащить сейчас так. Никса будем добивать. Сейчас я просто буду закидывать сюда урончик немного. Буду сейчас стоять вблизи и откидывать. Видите, вот постоянное откидывание, это круто работает на самом деле. То есть это не дает этим никсам гадским постоянно лутать аптечки. То есть вы, Эдной, можете таким образом делать контроль аптечек. Ну, конечно, не очень выгодный контроль, потому что у Эдны мало хп. Ладно бы она была каким-то танком. Ну, реально, могли бы сделать Эдну жирной, да? Но... И чуть-чуть уменьшить дальность, там, гранаты и всего остального. Но решили так не делать. Такие вот разработчики, такие вот у них поступки. Ладно. В принципе, норм. Мы тут немножко победили. Один гений у нас в команде, я так понимаю, отвалился, да? Очередной. Как неожиданно. Ну, ничего. Посмотрим. Такс. Где же мои противнички? Где же они спрятались? Сейчас мы будем их искать. Ага, вот они. Вот противнички. Выходим, ставим... Вот тут замес 2 склада на 2 склада. Погнали расталкивать их. Правда, меня сейчас не атакуют, сейчас специально... Что-то мне не очень нравится специально подставляться, честно скажу, ребятки. Как-то это не профитно. Опять же, змея, кстати, наносит постоянный урон ядом. По идее, это тоже должно работать как постоянное отталкивание. Вроде как. Но это не точно. Не точно, но должно работать. Так, ставим пока что на акула. Такие штуки всякие разные. Залутаем аптечку. И откидываем всех. И всех откидываем красивенько. Ну и все, мы тут изи должны затащить сейчас. Змею добиваем. Ставим капканчик на нее. Лиску сейчас попробую добить тоже, чтобы не мешала автоатака чисто. И тут копьем немножко поможем. Ля, какая Лизи. Че, самая умная, что ли? До свидания. Умная Лизи. Ну что, хамелеоны неплохо работают, они стоят и лутают аптечки. В принципе, действуют прям на 10 из 10. Мощные звери. Ну, а мы тащим. Ну что, вроде затащили. Сейчас все поразбегаются, конечно. Кстати, добил в итоге этот орел Лизи. Понимаете, да? Ай, такие вот дела. Там у нас... Ты шо, какая дерзкая? Ты шо, какая дерзкая, а? До свидания. Блин, моя команда, помощники. Вы где, помощники? Ля-ля-ля, там врываются, в меня врываются. Сейчас капканы вам поставлю здесь, посмотрим, как вы у меня будете врываться. Блин, больно? Больно надо хилиться. А как у меня хамелеон там умер? Как они умирают? Что с ними не так? А у меня нету. Понимаю, понимаю. Ну, что я могу сказать? Моя команда гениев... Я зря сейчас резал.
Я сейчас добью их, конечно, но, опять же, этого я уже резать не буду. Я не... Ну, как бы дружу с головой, поэтому без вариантов здесь. Ну вот, видите, о чем я и говорил. О чем я и говорил. Ах, просто, если бы я не резал этого неадеквата на Орле, я бы сейчас вытащил бой. Просто 3 очень здоровых на голову человека в моей команде стояли на месте, их никто не трогал, и они умерли. Ну, вы видели, я один, по сути, дрался за всей пачкой. Я один там бегал, на них атаковал. Что эти гении делали, я не знаю. Как они умерли, я тоже не понимаю. Но вот такие вот дела. Немножко не повезло, но ж бывает. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.